В нашем поселке Михалыча знал каждый. Старик считался лучшим пчеловодом в округе. Его пасека находилась в нескольких километрах от деревни, рядом с лесом и широким цветущим лугом. Но уважали его не только за мед. Еще мальчишкой он воевал в партизанском отряде, где и познакомился со своей будущей женой Нюрой. Вместе они прошли через войну, а после нее их дружба переросла в крепкую любовь. Повзрослев, поженились и всю жизнь проработали в колхозе, считаясь надежными и трудолюбивыми людьми. Пчелами Михалыч увлекся еще в 60-х. Сначала ради интереса, но со временем дело стало главным в его жизни. Уже на пенсии супруги купили небольшой хутор на отшибе и занялись пасекой всерьез. Дети давно разъехались, и все свое время они посвящали хозяйству. Пасека росла, мед покупали по всей округе, и жизнь текла спокойно и размеренно. Однажды Михалыч заметил, что кто-то начал разорять ульи. Он устроил засаду и через пару ночей увидел виновника – маленького медвежонка. Прогнав его, старик понял – это не конец. Тогда Нюра предложила не бороться, а подкармливать зверя. Они стали оставлять ему мед, и медвежонок перестал трогать ульи, приходя только за угощением. Со временем он вырос и окреп. Весной на пасеку стал приходить уже молодой медведь. Его в шутку назвали Михалычем Ивановичем. Он вел себя спокойно, не вредил хозяйству и будто охранял территорию. Иногда он просто сидел неподалеку, наблюдая за людьми, и не проявлял никакой агрессии. Супруги привыкли к нему и перестали бояться. Но вскоре начались тяжелые времена. На хутор приехали бандиты и потребовали деньги за защиту, пригрозив сжечь пасеку. Михалыч понимал, помощи ждать неоткуда. Вместе с Нюрой они решили защищаться сами, как когда-то в молодости. Когда через несколько дней вымогатели вернулись, старики спрятались в доме и наблюдали. Бандиты начали угрожать и двигаться к постройкам. И именно в этот момент из леса с треском выскочил медведь. Огромный и разъяренный, он ворвался во двор, ломая кусты и забор. Бандиты замерли. Зверь бросился на главаря, сбил его с ног и навис над ним, громко рыча. Остальные в панике разбежались, даже не пытаясь помочь своему товарищу. После этого Михалыч и Нюра вышли из укрытия, быстро связали бандита и заперли его до приезда милиции. Опасность миновала так же внезапно, как и появилась. Медведь вскоре успокоился, получил свое угощение и ушел в лес. С того дня на хутор больше никто не совался. Слухи о случившемся разошлись быстро. Жизнь снова стала тихой, пасека работала, мед собирался, а по краю леса иногда появлялась знакомая темная фигура. Медведь держался рядом, как молчаливый сторож, словно понимал, где его дом. Михалыч часто говорил, что добро не пропадает зря. Когда-то они пожалели маленького медвежонка и не прогнали его окончательно. И однажды он вернулся. Не за медом, а чтобы отплатить тем же.